Дрова, полено, тандыр. Топим. Начинаем программу о вкусной и здоровой пище. А в тандыре мы сегодня будем готовить не хлеб, нет, и даже не самсу. Сегодня мы в тандыре будем готовить мясо. Тандыр-кебаб. Для хорошего тандыр-кебаба сначала необходимо приготовить маринад. Берем перец. Красивый-прекрасивый. Красный-прекрасный. Удаляем сердцевину. Удаляем семечки. Перец на шампуры. И вот такой довольно острый перчик тоже нанижем на шампур. За что я люблю перец Рамира? За то, что у него цвет очень красивый. Правда же, цвет готового блюда очень важен. Это имбирь. Наверняка никто из вас никогда не насаживал имбирь на шампур. Я бы сюда еще чесночка добавил. Что сказать? Картошка, но пахнет уже вполне по-азиатски. Я бы сюда еще чесночка добавил. Ну и лук. Что за маринад без лука? Лук режем пополам, но так, чтобы он не распался по чешуйкам, когда будем нанизывать его на шампур. Маринад у нас получается очень богатый. Лук, чеснок, имбирь, перец. Не хватает только помидоров. Помидоры тоже будем нанизывать на шампуры и будем готовить особый запеченный маринад. Ага, интересно стало? Так не переключайтесь. Вы уже смотрите самую интересную кулинарную программу России. В принципе, все продукты для маринада можно было бы запечь в тандыре. Но дело в том, что в тандыре не готовят, когда в нем еще полыхают дрова. Тандыр – устройство особое. В нем еда готовится на том тепле, что накопили его стенки. Поэтому для запекания овощей я подготовил мангал. В принципе, все эти овощи можно было бы запечь и в обыкновенной духовке. Но на мангале-то вкуснее. На мангале-то будет интереснее. Не правда ли? Жар, тепло, запекание изменяет вкус продуктов, изменяет их свойства. Надеюсь, это всем понятно. Однако ничего горелого в маринаде мне не надо. Убираем шкуру с помидоров. Помидор – продукт очень влажный, поэтому нагревается очень долго. Мы вернем помидоры обратно на мангал и пусть еще немного подпекутся. Точно так же поступим с остальными овощами. А вот имбирь и чеснок можно подпечь еще немного. Пусть постоят на мангале. Все, чуть-чуть вот это вот, чуть-чуть, буквально. В принципе, наверное, можно было бы шкуры и не снимать. Особенно тем, кому потом не лень ковыряться в зубах. Но я отношусь к тем кулинарам, которые считают, что повар должен сделать все для наслаждения едока. Едоки не должны думать о зубочистках.
едоки не должны думать о том, что прилипло к их зубам. О, полюбуйтесь, красота! Да это все покроши помельче, со свежим хлебушком, да с солью. Можно и так съесть. Но это, ребята, маринад для мяса. Однако, для того, чтобы маринад стал маринадом, мне сначала нужны сухари. Потому что все овощи в основном состоят из воды. Да, без сухарей этот маринад станет слишком жидким. Но это еще не маринад, потому что настоящий маринад должен быть соленым, он должен быть перченым. В нем должны присутствовать специи. Кладу пока что 1 столовую ложку соли. Зира, кориандр, красный перец, черный перец. Вот чего не хватает маринаду. От черного перца возьму только 1 столовую ложку. Этого более чем достаточно. Красный перец, это же была паприка, она не очень острая. А в маринад необходимо налить еще немного уксуса. И не слушайте тех, кто говорит, что мясо с уксусом ни в коем случае. Немножко, в меру, очень хорошо. А вот маслом можно налить и побольше. Маслом мясо не испортишь. Однако, у нас маринад и без того был довольно жидким. А мне хочется получить обволакивающий маринад, чтобы он прилип к большим кускам мяса. Вы ни за что не догадаетесь, что мне сейчас поможет. Картошка, вареная картошка. А что, картошка разве это не вкусно? Значит, вареному картофелю в маринаде быть. Пара картофелин. Загустить литр, даже 2 маринада очень легко. Отлично! Вот маринад, так маринад. Однако чуть-чуть, немного меньше половины. Оставлю на потом. Смотрите внимательно, и вы узнаете, для чего. Баранина для тех, кто ест баранину. Хорошими крупными кусками. Однако эти хорошие крупные куски не мешало бы немного посолить, потому что соли они потребуют изрядно. А та соль, что в маринаде, она, собственно говоря, сам маринад и обеспечивает. А мясо следует посолить отдельно. Окунаем куски мяса в маринад, обваливаем. Прямо обваливаем все мясо в запеченном овощном маринаде. А вот здесь у меня, посмотрите, это бумага для выпечки. А это самая обыкновенная фольга. Кусок мяса вместе с маринадом укладываем на бумагу, заворачиваем, а потом в фольгу. Вы представляете себе, каким мягким станет мясо в этом маринаде, когда будет запекаться в тандыре? О, получилась эдакая добрая конфетка. Как бы она не съехала с шампура, да прямо в уголь. На этот случай дядя Сталик приготовил очень простое решение. Берем картошку, самую простую картошку, и нанизываем ее на шампур. Съедет? Ни за что не съедет, пока мы это все не съедим. Но это, ребята, еще не все сюрпризы. Главный сюрприз, ребята, у меня вот здесь, под столом. У меня же здесь не съемочная группа, а просто Советский Союз какой-то. Один ест баранину, другой ест свинину. И вот она, свинина для тех, кто ест свинину. Шейка
Самое, что ни на есть шашлычное мясо получилось бы очень вкусно и без маринада. А с маринадом? С маринадом, представляете себе, как она получится? Мясо до этого лежало в холодильнике, да и сегодня не слишком жарко, так что оно может полежать на столе примерно 30-40 минут, подмариноваться. Как раз тандыр прогреется. Самый лучший подарок – тот, который приносит радость и удовольствие, особенно если речь идет о мужских удовольствиях. Самый лучший подарок – тот, который приносит пользу. Например, кому не хотелось бы наконец-то разобраться в приготовлении мяса? Самый лучший подарок – это то, что принесет хорошее настроение в погожий, солнечный день. Самый лучший подарок – тот, что способен научить чему-то полезному и вкусному, ведь казан на кухне, как рояль в оркестре. Самый лучший подарок – это расширение кругозора. А вы думали, что плов – это блюдо с единственно верным рецептом? А не пора ли покорить все вершины великого блюда? Самый лучший подарок – тот, что может сделать человека счастливым. Ничто не укрепляет семью так, как вкусное и доброе застолье. Отличный подарок – это книга с новыми рецептами из хорошо знакомых продуктов, к тому же приглашающая в очень вкусное путешествие в мир Востока. Самый лучший подарок, когда все самые любимые и популярные рецепты собраны в одном месте, где текст превращается в видео, а картинки оживают. Полюбуйтесь, какой красавчик. Самый лучший, самый ценный подарок – это дружба между братскими народами. Теперь вы совершенно точно можете сказать, что с татарами вы уже давно пуд соли съели. Моя самая новая и самая любимая книга рассказывает о земле и раскрывает всю душу татар. Эти книги теперь можно купить любым удобным для вас способом. С автографом в моем личном интернет-магазине, либо с быстрой доставкой через Озон, либо с большими скидками и кэшбэком в мегамаркете. Ссылки в описании к ролику, а также в верхнем комментарии. Тандыр готов, прогрет ровно так, как надо, но уголь в нем желательно бы утрамбовать, чтобы он как можно меньше излучал инфракрасных лучей. Более того, этот уголь можно было бы чем-нибудь накрыть, не знаю, например, фольгой. А можно накрыть обычной чугунной решеткой. Сквозь чугунную решетку инфракрасные лучи пройдут сколько-то, но большей частью ослабнут. Необходимо, чтобы мясо пропеклось от тепла, которое накопилось вот в этих очень толстых стенах. Именно эти толстые кирпичные стены, либо глиняные, либо каменные, отдают тепло не спеша. Точно так же, как не спеша будет проходить это тепло в само мясо. Да еще и есть слой фольги, есть еще слой бумаги. Это все замедляет прохождение тепла. Но другое дело в том, что тандыр у нас сейчас очень горячий. У него температура сейчас 250 градусов. Тандыр – это устройство для медленного приготовления что мяса, что птицы, что рыбы. Это ни в коем случае не быстрое приготовление. Для быстрого приготовления есть мангал. В тандыре шампуры с мясом, конечно, можно и вот так подвесить. Да? А можно и поставить вот так, под углом. Дело в том, что в тандыре это не играет никакой роли. Тепло в тандыре
распределяется очень равномерно. Очень важно, чтобы в тандыре было не просто жарко, но еще и влажно. Точно так же, как бывает в русской бане. Влага, хочешь не хочешь, выйдет из мяса. Мясные соки, хочешь или не хочешь, побегут наружу. Для этого я накрываю тандыр крышкой. И более того, я снимаю трубу. Дымоход нам больше не нужен. У меня есть затычка из термоизоляции, при помощи которой я закрою хайло. Ну, сколько-то пара, сколько-то горячего воздуха из тандыра все равно выйдет. Но ничего страшного. Это всего лишь навсего тандыр, а не космическая ракета. Надо подождать. Надо запастись терпением, подождать ровно 1 час. А через час мы развернем фольгу и посмотрим, каким получается наше мясо. Вот этот маринад мне необходим для создания плотной, уверенной корочки на каждом куске мяса. Не просто час прошел, а термометр, который я вставил в один из кусков мяса, показывает, что мясо прогрелось внутри до 72 градусов. Это более чем готовность. Так что я снимаю крышку, а никакие неожиданности меня не ждут. Копеечный термометр служит годами и помогает спасти от безнадежной порчи, не знаю, может быть, тонны мяса. Ну да, конечно, при определенном опыте можно обойтись и без термометра. Только вот что. Опыт вам придется дорабатывать самостоятельно. Здесь я вам не помощник. Все, что я могу сделать, это подсказать вам некоторые приемы, при помощи которых мясо, либо какие-то другие продукты можно приготовить еще вкуснее. Развернем, посмотрим, что там, как оно. Это, ребята, баранина. Она приготовлена уже очень хорошо, пропеклась как следует, но она не выглядит как мясо из тандыра. Точнее, не выглядит как вкусное и аппетитное мясо из тандыра. Спокойно, друзья. Сейчас мы все исправим. Меня радует, что часть маринада, часть обмазки удержались, несмотря на то, что с мяса течет сок. Да, мясо выделяет сок, и обмазка становится все жиже и жиже. Не беда, мы сейчас покроем куски мяса еще одним слоем обмазки. Повторяем все то же самое с кусками свинины. Свинина, как видно, мясо намного более влажное. Видите, сколько сока пустило. Ну и ничего. Ставим обратно в тандыр. Сейчас это будет выглядеть как картинка с выставки. Ну а пока что пусть постоит, пусть подогреется еще, пусть подрумянится. У нас баранина осталась. Ставим ее в отдельный угол. Тандыр еще очень горячий. Внутренняя стенка тандыра имеет температуру 200 градусов. Накроем минут на 15. Пусть постоит, а потом посмотрим. Большие, красивые, чистые блюда. Под свинину, под баранину, хорошая лепешка, редисочка, зелень. Ну что, открываем? Открываем. Ох! И первая из тандыра выходит баранина. Посмотрите, не красота разве? Красота! Вам интересно посмотреть, каково мясо на срезе? Так и быть, отрежу немного. На этот раз полностью готовое. Потому что это не шашлык, потому что это тандыр-кебаб. Тандыр-кебаб – это блюдо, которое подразумевает долгое приготовление. И картошечка пропеклась ровно так, как надо. Беспокоюсь я, что из-за этой картошки сегодня драка будет между операторами. Ох, и не хотел бы я в ней участвовать. Народ у нас кровожадный, требует немедленно разрезать. Ну как? Отлично. Очень сочно. Знаете что? Я, пожалуй, что первый кусочек все-таки сам попробую. Как оно?
полностью готовое. При этом мясо все еще сопротивляется зубам, что я нахожу очень правильным. Когда мясо разваливается по волокнам, остается совсем сухим, мне это, откровенно скажу, не очень нравится. Вот и свинина. Картошечка. Добрые ломти мяса разваливаются на кусочки. Разрежем, полюбуемся, посмотрим. О, видали? Видали? Слетели с коршуны. Юра, рот открывай. Правду говори. Правду говорю. Что, правда шикарно? Вот что значит талантливый человек. Талантливый человек, талантлив во всем. Возьмется баранину готовить, у него баранина получается, супер. А возьмется за свинину, так у него и свинина получается. На 5 с плюсом. Эх, картошка развалилась. Ну да ничего. Давай, слезай, сползай. Порося, порося, превращайся в карася. Так, знаете что, нам уже пора прекращать эту съемку. Нам пора сказать вам приятного аппетита. И самое главное, не забывайте по субботам, по утрам включать телеканал РЕН-ТВ, чтобы не пропускать ни одного выпуска. Такой интересный, такой увлекательный, да что там говорить, просто самые лучшие программы о вкусной и здоровой пище.